Любимые украшения принцессы Дианы. Добрый день! С вами Миледи Ан, и мы продолжаем рубрику документальных фильмов. В прошлый раз я рассказывала о любимых маслах Клеопатры и о некоторых ее рецептах. Но так как на моем канале есть видео не только об эфирных маслах и афродизиаках, но и о натуральных камнях, сегодня я решила продолжить эту тему и рассказать о любимых украшениях принцессы Дианы. Также затронуть тему о магических свойствах драгоценных камней и только предположить, знала об этом Диана или нет, и поэтому носила одни драгоценности чаще других. Итак, начнем с украшений с сапфирами. Принцесса Диана обожала сапфиры. Одна очень известная драгоценность принцессы Дианы – это золотое кольцо для обручения. Оно было подарено ей принцем Чарльзом, но принцесса выбирала его самостоятельно из представленного каталога. Кольцо представляет собой сапфир весом 18 карат. Камень окружен 14 бриллиантами. Считается, что такие золотые кольца имеют определенную силу, потому что пока принцесса носила его, в ее жизни все шло относительно гладко. Но при расторжении брака принцесса Диана вернула кольцо в сокровищницу королевского двора. Кольцо досталось принцу Гарри. Тот, в свою очередь, подарил брату Вильяму, а Вильям использовал это кольцо при обручении с Кейт Миддлтон. Вот такая история. С тех пор считается, что кольцо хранит семью. Еще одним из любимых наборов принцессы Дианы был подаренный ей на свадьбу комплект драгоценностей с бирминскими сапфирами и бриллиантами. Этот подарок преподнес принц Саудовской Аравии. В набор входит кулон, серьги, часы, кольцо и браслет. По указанию принцессы Дианы набор был немного переделан, и принцесса носила его на шее в виде чокера, на бархатной ленте или на голове. Королева также подарила брошь с сапфиром, когда Диана выходила замуж за Чарльза, и позже она превратила ее в жемчужное ожерелье из 7 нитей с блестящим сапфиром в центре. Это ожерелье стало одним из самых известных ее украшений. Именно его она надела на гала-вечер президента Рейгана в Белом доме в 1985 году, где она танцевала с Джоном Траволтой. Испокон веков сапфир – драгоценный камень, показывающий власть и вечную жизнь. Это поистине настоящий камень королей, обладающий потрясающей голубизной. Он фантастически блестит, имеет древние и богатые исторические корни. С давних времен сапфир ознаменовал власть мировых правителей и царей. По прошествию большого количества времени он не утратил своего величия. А вы знали, что печать Соломона сделана из этого драгоценного камня? В первые годы брака Диана была счастлива и чувствовала себя как настоящая принцесса. Может, поэтому и носила так часто драгоценности с сапфиром, а может, просто сапфир эффектно подчеркивал ее голубые глаза. Следующий камень, который можно было часто увидеть на принцессе Диане, это изумруд. Часто леди Ди носила очень известную драгоценность королевской семьи – брошь престола с крупным изумрудом.
ограненным в виде капли. Брошь выполнена в виде эмблемы принца Уэльского из белого золота с рубинами, алмазами и изумрудами. Принцесса использовала ее в качестве подвески на бриллиантовом ожерелье. Также Елизавета II подарила старинное ожерелье из изумруда и бриллиантов, ранее принадлежащее королеве Марии. Это ожерелье принцесса Диана часто носила на голове или шее. С древних времен считается, что если кто носил этот камень, то его никогда не мучили ночные кошмары, и он не страдал бессонницей, а навсегда избавлялся от этого недуга. Также изумруд применяли в качестве противоядия и считали, что этот камень каким-то образом воздействует на совесть человека. Если долго носить украшения с таким камнем, то характер человека меняется в лучшую сторону. И люди с нарушенной психикой и подвергающиеся различным стрессам в контакте с изумрудом делаются более уравновешенными. Этот камень – поглотитель энергии агрессии и уныния. Знала об этом Диана? Можно только догадываться. Но то, что она страдала депрессией и знала о романе мужа с Камиллой, можно предположить, почему она часто носила драгоценности с изумрудом. Еще одно доказательство – это свойство изумруда. Он помогает вернуть ушедшую любовь. Ведь не зря изумруд приписывают богине любви Венере. Может, на это надеялась Диана, одевая вновь и вновь украшения с этим камнем. Сказать, что Диана была поклонницей жемчуга, значит ничего не сказать. Многие любимые украшения были сделаны из жемчуга. Еще знаменитая Коко Шанель сказала про жемчуг: «Жемчуг всегда прав». Одной из последних драгоценностей принцессы Дианы стал комплект «Лебединое озеро». Такое название набор получил благодаря истории своего происхождения. В 1997 году принцесса Уэльская сделала заказ ювелирному дому Гарантс на изготовление бриллиантового колье и сережек с жемчугом. Причем говорят, что в разработке дизайна колье принимала участие сама Диана. Первым было изготовлено колье. Выполнено оно в виде узелков из платины, на которых расположены 5 крупных жемчужин. Между ними 4 бриллианта, ограненных маркизой. В колье есть еще 7 камней подобной огранки. Всего в колье 164 бриллианта. Диана появилась в этом колье на премьере балета «Лебединое озеро». После этого принцесса вернула колье ювелиру, чтобы они продолжили работу изготовления серьги, и изготовили серьги. Но одеть этот комплект принцессе Диане так и не удалось. Она погибла в автокатастрофе. Леди Ди не успела выкупить этот набор драгоценностей, и он остался в собственности ювелирного дома и позже был продан на аукционе. Раньше считалось, что белый или черный жемчуг ни в коем случае нельзя носить незамужним девушкам. Однако сегодня мнение изменилось. Жемчужины не просто можно, но и нужно надевать девушкам. Особенно перламутр помогает тем, кто страдает от безответной любви. Он успокаивает свою хозяйку, настраивает на позитивные эмоции, помогает встретить возлюбленного и построить с ним хорошие отношения. В особенности представителям зодиакального знака Раки. А Диана по гороскопу была Рак. Родилась 1 июля. 1 июля могут смело носить украшения, выполненные из жемчуга, так как камень способен
принести множество положительных качеств и прибавить уверенности. Опять же, это мои предположения. Знала об этом принцесса Диана или нет, осталось тайной, так как очень часто носила украшения из жемчуга и, может, надеялась еще раз полюбить и быть по-настоящему любимой. К сожалению, жизнь ее трагически оборвалась, но нам остались фотографии этой запоминающейся женщины, ее безупречного стиля и вкуса. Вот, в принципе, и все, что я хотела рассказать об этой удивительной женщине и ее несравненной коллекции драгоценных украшений. У меня на канале есть рубрика про натуральные камни, так что подписывайтесь, чтобы не потерять видео и прослушать более подробную и интересную информацию о натуральных камнях и их значении. С вами была Миледи Ан. До следующего эфира. Всем пока!